Привет! Добро пожаловать на канал PixLab, и сегодня я тебе расскажу, как сделать интересный дизайн, используя всего лишь инструмент переход. Обязательно посмотри видео до конца, поставь лайк, подпишись и напиши комментарий. Для канала это очень важно, поверь. Ну давай начнем. Для начала возьму инструмент эллипс, рисую круг. Пока все равно какой размер. Теперь беру градиент, выбираю тип линейный, угол 90 градусов и меняю цвет. Изменяю режим на RGB и уже выставляю, подбираю цвет такой, который мне нужен для моего дизайна. Вот такой цвет, я думаю, будет отлично. Пока закрываю градиент и делаю мой круг меньше. Вот такого размера. Следующий шаг. Я копирую этот круг, зажимаю Alt левой кнопкой мыши и вытягиваю его в сторону. Вот такое расстояние будет достаточным. Теперь открываю инструмент переход, нажимаю на него 2 раза и выставляю здесь заданное число шагов. Стоит 8. Я ставлю 100. Отлично. У меня изменился курсор. Я навожу его на левый круг, появляется звездочка. Нажимаю левой кнопкой мыши и дальше навожу на правый круг, появляется плюсик, также нажимаю левой кнопкой мыши. Все, у меня получился переход. Что это значит? У меня был левый круг и правый. В параметрах я поставил 100, то есть между правым и левым кругом у меня получилось 100 кружков. Если я увеличу то, что у меня получилось, то вижу, что линия неровная. И тут как раз видно, вот идет волна, это один круг, второй, третий, четвертый и так далее, 100 кругов. Для того, чтобы этой неровности не было, мы изменим количество, которое должно быть между левым и правым кругом. Опять нажимаем на переход, 2 раза на инструмент переход, и здесь вот заданное число шагов просто меняем на то число, которое нужно. Поставим 300. Окей. Видим, как изменилась линия, то есть кругов между правым и левым стало не 100, а 300, соответственно расстояние между ними изменилось. И уже при сильном увеличении особо сильно не видно, что есть какие-то волны. Ну вот мы видим, да, вот раз, два, 3 круг пошел. Но если мы ее отдаляем, что и будет на дизайне, никто не будет его увеличивать, то в принципе ничего не видно. И если хочешь сделать, чтобы линии были ровные, тогда заходи в параметры и выставляй значение вместо 300, там 400, 500, 600, в зависимости от твоего дизайна и какой результат у тебя должен будет получиться. Итак, переход мы сделали, теперь сделаем фон на нашей монтажной области. Использовать будем те же цвета. Инструмент прямоугольник и рисую прямоугольник по монтажной области. Все, он уже залился градиентом, делать уже ничего не надо. Теперь следующий шаг. Переход, который я сделал, вот эту горизонтальную линию, мне нужно будет изогнуть по той траектории, которую я нарисую. Как это сделать? Берем инструмент, кисть, ну или неважно какой инструмент, главное, что мы будем сейчас рисовать линию. И рисуем вот такую линию. Оно у меня также получилось градиентное, ничего страшного, меняем цвет на черный, вот так лучше видно. И теперь начинается волшебство. Выделяем линию, которую нарисовали, выделяем градиент, заходим в объекты, переход, заменить траекторию, нажимаем, готово. Наш переход стал по траектории линии, которую мы нарисовали. Что мы здесь видим? В некоторых местах, а особенно на поворотах, видны расстояния между кругами, которые создавали переход. Для того, чтобы от этого избавиться, нам нужно... И вообще, почему так получилось? Та линия, которую мы сделали с переходом, она имеет, вот такую длину по нашей монтажной области. А линию, которую я нарисовал, она длиннее. И, соответственно, расстояние тех 300 кружков, которые находятся между правым и левым кругом, оно растягивается. И мы начинаем видеть вот как раз эти вот расстояния. Как их убрать? Выделяем наш переход. Заходим опять в параметры перехода. И здесь меняем уже значение на 500. Окей. И видишь, да, то, что расстояние между кругами стало меньше.
Давай сделаем еще его меньше. Заходим, ставим 700. Опа. Вот. Уже между правым и левым кругом стало 700 кружков. Их больше, и уже не видно вот этого вот перехода. Ну, при отдалении она и на 300 не особо было бы видно. Следующее, что здесь можно еще сделать? Начинается волшебство номер 2. Мы можем менять размер кругов, вот правого и левого, тем самым менять саму вот эту линию. И мы можем менять цвет. Попробуем. В слоях, вот у меня есть группа переход, она создается автоматически. В ней есть вот эта линия траектория и вот левый, то есть правый и левый круг. Выделяем, пускай левый, и делаем его больше. И смотри, что произойдет. Отлично. Чудеса, правда? Также мы можем сделать и с правым, или сделать его меньше, и линия станет еще меньше. Давай попробуем. Вот, видишь, она уменьшилась. Так, что здесь еще можно сделать? Попробуем его развернуть. Угу. Вот так вот. И немножко его положим. Вот. Получилась такая вот змейка или колбаса, как хочешь ее называй. Но выглядит уже интересно. И в принципе, если посмотреть по цветам, то видно, что более темный цвет у нас внизу. И вот здесь он на изгибах внизу, то есть то, что нужно. Если что-то не подходит и нужно подкорректировать цвет, допустим, где-то сделать посветлее, где-то потемнее, ты можешь также выделять круг. Пускай мы вот это вот выделим правый. И видишь, что градиент у нас сверху светлый, снизу темный. И как мы повернем круг, также и цвет пойдет по всей этой колбасе. Крутим, то есть слева делаем светлее, справа темнее. И видишь, что получается. И вот такими движениями мы можем корректировать свет и тень на нашем дизайне. Вот видишь, да, вот здесь затемнение и вот здесь тоже затемнение. Еще чуть повернем. Вот затемнение еще больше вот здесь стало. Уже интереснее. И давай немножечко дополним наш дизайн, который у нас с тобой получился. А потом перейдем ко второму шагу. Берем инструмент текст. Твой дизайн. Увеличим его. Меняем шрифт. Но это я уже просто решил немножко дополнить дизайн. Давай шрифт поставим вот такой. Сделаем его. Сначала его разберем. И сделаем две группы. Зальем его белым цветом. И вот так вот его разместим. Так, это было небольшое ответвление. Дальше делаем прямоугольник по монтажной области. Все выделяем. И нажимаем правой кнопкой мыши «Создать обтравочную маску». Вот что у нас получилось. Ну, я считаю, что для того, чтобы понять, как это все работает, в принципе, достаточно. Дальше уже все зависит от твоей фантазии. И давай попробуем еще один вариантик сделать. Ну так, чтобы уже закрепить результат, но уже с другими цветами. Берем прямоугольник. Рисуем также по монтажной области размер. Заливаем его градиентом. Выставляем 90 градусов. Так, лишняя у нас какая-то точка появилась. Убираем ее. Цвет сделаем оранжевый. Что мы делаем дальше? Ты уже помнишь, поэтому давай. Берем инструмент эллипс. Рисуем круг. Он уже залился градиентом, но мы его поменяем. Сделаем совершенно другие цвета, не то что в первом варианте. Вот такой зеленый и красный. Для того, чтобы понять, как все это работает. Следующее, что мы делаем? Правильно, мы его копируем и ставим рядом с первым кругом. Немножко их расставим в сторону.
Заходим в переход. Заданное число шагов стоит 100. Ставим сколько? Сразу побольше поставим, 800. Окей. Наводим на круг, появляется звездочка левой кнопкой мыши, на правый круг крестик и левой кнопкой мыши. Переход создан. Увеличиваем, смотрим, линия ровная, все хорошо, то что нужно. Теперь что мы делаем? Теперь мы рисуем хаотичную линию. Инструмент кисть. И погнали рисовать одну. И можем вторую. А дальше выделяем первую линию. Нет, мы сразу сделаем еще одну копию, чтобы нам не повторять потом этот переход. Выделяем первую линию. Выделяем переход, объект, переход, заменить траекторию. Бац, встала. И делаем следующую линию. Выделяем ее, нажимаем на переход, объект, переход, заменить траекторию. Отлично. Теперь поиграем с цветами и с размерами нашей линии. Заходим в слои, переход. Смотрим, активировали круг, смотрим, какой активировался. Делаем его побольше. Кстати, его можно смещать, и сама линия тоже будет искривляться. Вот так. Опять же, можно его покрутить. То есть видишь, что получается. И также поменять цвет. На одном круге у нас будет зеленый, красный. А здесь мы сделаем, например, синий и желтый. Вот. Видишь, как все поменялось, да? Из одного, то есть из градиента желтого и синего у нас идет плавный переход в красно-зеленый. Отлично. Теперь еще одной линией займемся. Открываем группу, выделяем кружочек, с которым мы будем работать, и делаем его больше. Также мы можем все это немножко подкорректировать. Покреативить немножко, если у нас получится. Вот так вот. И еще. То есть смотри, 800, переход 800 единиц мы поставили, оно в принципе то, что нужно, да, даже приближение. Но если это будет какой-то дизайн, вот так вот оно и будет как бы смотреться. Может, немножко увеличено. Никто так приближать не будет. Но вот видишь, при увеличении у нас все-таки видны вот эти вот переходы, расстояния между кружками. Но опять же, так никто приближать не будет. Следующее. Еще одна фишечка такая, это можно добавлять точки. К примеру, как это сделать? Берем, рисуем круг. Он уже вот таким градиентом. Можем, кстати, его сразу поменять. Ну, давай сразу, ну, можно и потом. Так, делаем его таким цветом и синим. Он у нас сейчас находится отдельно. Если посмотреть в слоях, вот у нас есть группа с нашими линиями, с такими червячками, и круг, который мы сделали, он находится отдельно. И вроде бы он никак не соединяется ни с чем. Но давай попробуем. У нас эта линия, вот он переход, мы ее открываем. Мы открываем эту группу. И вот этот вот круг, который мы нарисовали, вот он, мы его перемещаем внутрь группы. Допустим, вниз. И что у нас сейчас получится, смотри. Бац. И он соединился с нашей линией. То есть так мы можем добавлять либо убирать какие-то части, куски того, что мы сделали. Вот тебе такой вот небольшой секретик. Ну и дальше, да, можешь вот так вот его перемещать. И линия также будет менять свою траекторию. Хорошо. Теперь, ну, в принципе, я рассказал как бы основное такое. Можно еще добавить немножко наш дизайн всякими кружками. Один, второй.
чтобы дополнить наш дизайн, а то какой-то он пустой. Выбираем инструмент пипетка, клацаем на кружок с нужным цветом, и он приобретает такой же цвет. Так, мы его спрячем чуть пониже. Опа, далеко. Поменяем цвет ему. Вот, теперь возьмем еще слово дизайн для полноты картины. Где он у нас тут есть? Вот он. Вытаскиваем его из группы. И копируем на новое наше творение. Ставим его наверх. Куда-нибудь вот сюда. Вот. И теперь берем инструмент опять прямоугольник. Рисуем прямоугольник по нашей области рабочей. Все это дело выделяем правой кнопкой мыши и создать отправочную маску. Бац! И у нас получился еще один интересный дизайн. Слушай, ну я считаю, что получилось достаточно круто. И первый дизайн, и второй. Если ты считаешь так же, поставь лайк, подпишись и напиши комментарий. Кстати, можешь дать тему для следующего видео. И пора прощаться. До новых встреч. Пока.